Я делаю это видео, чтобы вам давать, чтобы вы имели представление. В каком ситуации иностранцы, особенно студенты, потому что я был студент, в каком ситуации мы живем в России. Здорово, дорогие друзья, и добро пожаловать на канале Афлош. Меня зовут Эпа, и в этом ролике я вам расскажу, какие работы я делаю в России для того, чтобы выживать. Да, выживать, потому что человек, например, когда я уехал из Африки в Россию, когда я приехал здесь, я понял, что у меня тут родители, папа, мама нет рядом. Мне нужно было как-то жить. Я не хотел у меня родителей просить деньги, потому что я знаю, что у них там очень много больших проблем. У кого-то 10 детей. Например, в моем случае, я был первый ребенок. Когда ты уезжаешь в твою страну, они от тебя ждут помощи, не наоборот. Поэтому я знаю, что прямо меня здесь нужно сразу искать работу. Потому что моя жизнь сейчас лежит только в моей руке. И меня за помощью никто не придет. У меня тем более тогда русский язык очень плохо был, очень плохо. Я даже привет не знал. Тем более у меня документы, студенческий виза и камерунский паспорт. И с таким документом никто на работу тебе не возьмет. Поэтому я начал сразу знать, что у меня никакой крутой работы не будет. Вот. Поэтому я это делаю видео сегодня, чтобы вам передавать представление, чтобы вы имели представление, насколько сложная жизнь здесь в иностранной живет в России. Давайте, поехали. Когда я начал искать работу, я искал вокруг везде. Я даже не знал, где начинать искать работу. Меня подсказали друзья, которые уже были, которые уже жили в России долго. А мне сказали, какие-то группы в WhatsApp были, где люди скинули объявление. Я там спросил, меня отправили ссылку, я в группу попал. Я в группе был. И вот где я нашел мою первую работу. Мою первую работу был на стройке. Потому что там, во-первых, русский язык не надо было знать, много, не надо было только знать, кирпичи забрать здесь, перетащить и тут поставить. Я там работаю как разнорабочий. Там принеси, подавать, таскать сюда, туда, сюда. И вот там платили 200 рублей в час. Но это было очень-очень мученно. Там в конце дня тела болит, тебе надо пить парацетамол. Это было сложно. Это было очень сложно. И деньги еще мало платили. Еще там комменты брали, потому что в группе, где скидывали объявления, еще комменты брали. Это было вообще пипец сложно. Я там работал год, да? Да, год. В 80 году до 90 году работал там. Это была моя первая работа в России. Да. И уже ближе к концу 90 году, в начале 20 году началась ковид, и все закрыли. Вот. И после ковида, где-то когда уже расслабились условия, мы уже могли выходить, тогда еще нужно было найти работу. Тогда я уже знал, что там есть такой вещь, который называется Headhunters, hh.ru. Я туда пошел, зарегистрировался, какой-то CV создал, и давай я отслал везде. Я сидел вот так, за 2 часа я отправил, например, 70, откликнулся 70 раз. И вот сидел и ждал звонки. Начали звонить. Один раз меня звонили, я даже, там уже русский язык более-менее уже был, но все равно так. Такой уровень, средний уровень. Меня звонили, я брал трубку. Я даже не помню адрес, куда меня пригласили на собеседование. Я им спросил, давайте, пишите, пожалуйста, пишите сообщение. Слава Богу, они написали сообщение. Я взял сообщение, адрес, набрал в 2 GIS и давай поехали в следующий день на собеседование. Пришел, это был известный большой отель. Я такой, ладно, одевался прилично. Пришел, там меня предлагали работать уборщиком.
Я так, блин, уборщик, ладно, давай, это уже хотя бы не стройка, потому что уборщик там, ну, не тяжелый, так сложно тяжелый, но главный, там графика была 2 через 2. И зарплата сколько? 20 тысяч в месяц. Да, 20 тысяч. Единственный плюс, то, что там не так много больно тела, но и графика была более-менее 2 через 2. Можно было учиться и работать параллельно. Поэтому я учился и работал параллельно вот так, вот так. Вот. И я там работал год, 1,5 года даже. Но я видел, что эти зарплата очень-очень маленькие. Зарплата 20 тысяч вообще не хватает. Тогда хватило, но развития не было. Дальше уборщиком не было ни пути никуда. Вот. И то меня официально не брали на работу. Неофициально, потому что не хотели меня брать официально. Я просто так работал, вот так. Ну, слава богу, они платили, они не кидали, но платили. Но вот, это было очень, как сказать, пути развития не было. Это была моя вторая работа в России. Вот после этого зима прошла, и вот напал летом пришел. Я такой, блин, хватит уже работать больше, давай что-нибудь другое и надо искать. И в это время мы все знаем, что россияне начинают посадки, картошка надо посадить и все это. Вот один день я сижу в группе и кидают объявление, что вот здесь нужно помощники, чтобы там копать, чтобы там картошка посадить, помогать. Я такой, ну ладно, давай попробую. Я туда пошел, блин. Я не знаю, я не умею, как это работает сельское хозяйство в России. Я пришел, там мне дали лопату, блин, надо копать. Я не знаю, как меня показывали лопата. Это еще сложнее, копать лопатой. Но слава богу, у меня был друг, который, мотоблок имел. Меня научил, как мотоблок использовать. Я мотоблок использовал, и он мне показал 1-2 раза все, я понял, как это использовать. Я начал использовать мотоблок, чтобы копать для посадки картошка. Вот как я научился. Мне было интересно эта работа, хотя там не за деньги, мне было просто интересно было, как сравнивать, как делать сельские хозяйства в России, как делать сельские хозяйства в Африке. Видно, что в России уже мотоблок используют, а в Африке там что-то типа лопата. Вперед! Дергай, газ. И в этом году летом было очень хорошо, очень такой полный опыт, новые впечатления. Это было очень хорошо. Но опять же, летом проходит очень быстро. И наступила осень и зима. Там уже сельский хозяйство не мог работать, мне пришлось другой работы найти. И тогда я не хотел уже обратно на стройке, уборщиком, дальше не хотел работать. Меня пришла новая идея, то что знание английского языка есть большой спрос. Я вспомнил, что, я понял, что у меня есть знание английского языка, что я мог это преподавать. Вот поэтому я пошел опять же в Headhunters, создавал CV, там очень хорошо сделал, красиво, сделал грамотно, оформил CV и начал подавать теперь на воспитатель или учитель английского языка. Также отправил, высылал, откликнулся везде, где я мог найти. И также меня позвали на собеседование. Подготовился, пришел, очень хорошо прошел собеседование, дети понравились, родители понравились.
И вот я начал работать как воспитатель английского языка в частной школе. Вот это уже было более-менее нормально. По сравнению с настройкой. Там уже не так тяжело, не так грязно. Там уже более-менее платили хорошо. Тогда я помню, платили 750 рублей за академический час. Вот где меня более-менее понравилась эта работа, потому что стресс был меньше. Но и тут дети, не знаю, их капризы, но для меня это было ничего, потому что то, что я уже прожил до этого, на стройке, на других местах, это было вообще пипец. Поэтому, когда я работал с детьми, вообще мне было очень хорошо. Мне понравилось, я начал развиваться в этом. И со временем, когда уже начали получить деньги, я думаю, давай сейчас что-нибудь другой навык научу. Я решил пойти учиться на права. Это вообще совершенно другая история. Я пошел, нашел в школе, заплатил, зарегистрировался, пошел, меня дали инструктор. Инструктор, слава богу, был хороший. Он меня объяснил нормально, хорошо прошел. Я уже начал водить. Я думаю, это занимался меня где-то 2 месяца. 2 месяца, да, я занимался с инструктором. Катался, практика была хорошо. Теперь теория. Теория там слова, очень новые слова, вокабуляр вообще новый. Там намерение повернуть направо, всякие, как сказать, государственные или там, или правовое знание русского языка, мне вообще не знаю. Мне пришлось это все заново учить. Я начал отвечать вопросы, там приложение было. Я все вопросы, все 800 чем-то вопросы, которые там были, которые возможно было пройти в экзамен, я все ответил. Там по 20 в день, где-то в течение 2 месяца, я все это ответил. Это было нормально. Я пошел на экзамен, теорию сразу написал, пошел, все, хорошо, сдал. Теперь пришел самый сложный, практика сдавать. Я пришел в первый раз на практику, я просто видел менты, полицейские сидели рядом. Вот я начал паниковать. Все, что я учил на практике, все забыл. Даже мое имя забыл на день экзамена. Меня спрашивают, представляй себе в камеру. Я не могу говорить. В итоге я сказал, сидел, давай, поехали. Все готов? Полицейский говорит, готов? Я говорю, да, готов. Сел и сижу, говорю, поехали. 3 минут не могу. Сразу заглох первый раз. Это уже минус 2 балла. Второй раз заглох. Все, домой, пока. Вот так первый экзамен у меня прошел на практике. Вот так второй раз, такой же я тоже провалил. В 3-й раз провалил. Только 4-й раз я пришел, я уже сдался. Я думаю, ладно, если этот раз не сдам, все, меня вообще пофиг. Пришел у меня пофигистский менталитет, я сижу вот так. Он говорит, давай, я поехал, меня вообще пофигу. Вот я проехал, пам, сдал, говорит, все сдал. Все нормально, четко, все сделал. Я даже сам удивился, такой, блин. Но это было такой опыт у меня вообще пипец. Пипец, когда я сдал это, я говорю, слава богу. Потому что это было вообще сложно. Время тратить, деньги тратить, чтобы туда ходить инструктор. Вообще пипец, как сложно. Потом я думаю, блин, ладно, получил права, давай, надо этим пользоваться. Где-то в прошлом году, такой, давай, пора уже на такси. Я пошел, попробовал на такси устроить. У меня был одногруппник, который мне помог. Он говорит, давай я тебе помогу найти, арендовать такси. Я пошел, мне дали Лада Веста, моя первая машина. Сидел там, начал скачать приложение Яндекс.Про. И давай попробуем. Я сначала боялся в нем ехать, потому что, в нем много машин, я не хочу
чьи-то машины задевать. Поэтому я начал работать ночью, где мало машин и тарифы больше. Блин. Но другая проблема. Люди пьяные. Поэтому какие-то люди приехали. Один раз у меня один клиент, блин, не пришел, я вижу, что пьяный, блин, я не хотел, ладно, я хотел бросить, но не хотел. Ладно, решил, сел, поехали, да, ну, приехали, этот, человек не хочет платить. Ругает, это, блин, Черниковка, такой регион, где не платить, говорю, ладно, бери и уходи. Вышел вот так, ушел, не платил, слава Богу, дальше работал. Это был мой первый день, когда я работал в такси. Где-то уже ночью, где-то полночи, такой клиент мне попал. Пьяный, очень пьяный. Ладно, не платил, меня пофигу. Главное меня, чтобы здорово было и все. Вот всякие работы, которые я делал. Поэтому это... Меня пришлось эти работы делать не потому, что я хотел так сильно работать. Потому что у меня выбора не было. Для того, чтобы выживать, нужно было это делать. Поэтому я брал вот и делал. Здравствуйте. Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 31 минуту. Так что это очень хороший опыт был. Очень хороший. И я много чего научился. Поэтому я надеюсь, что этот ролик был полезен вам. Или какие работы вы вообще делали в вашей жизни. Пишите в комментарии. Меня будет очень интересно почитать. Если вам понравилось это видео, нажмите лайк, подпишитесь, чтобы не пропустить следующее видео. До скорой встречи. Пока.